Представьте себе, обычная кухонная соль, та самая, что стоит копейки и лежит у каждого дома, способна творить чудеса. Она спасала солдат от гнойных ран за 3-4 дня, снимала боль за считанные минуты и, по отзывам тысяч людей, помогала даже в самых тяжелых случаях, вплоть до онкологии. Звучит невероятно, а ведь это не миф и не реклама, это реальные истории, подтвержденные опытом врачей времен войны и современными отзывами простых людей. Сегодня я расскажу вам все, как это работает, почему соль – мощнейшее природное средство и какие пропорции нужно соблюдать, чтобы не навредить. А сейчас самое интересное. Я собрал десятки живых отзывов со всего интернета, из форумов, комментариев, видео, соцсетей. Это не выдумки, а настоящие случаи. Многие ссылаются на метод Анны Горбачевой и хирурга Ивана Щеглова. Их результаты действительно поражают. Итак, реальные истории. Коклюш у детей. Дети кашляли без остановки. На ночь положила солевые повязки на спинки. Через 1,5 часа кашель прекратился. После 4 процедур болезнь исчезла полностью. Далее, раковая родинка на лице. Родинка потемнела, увеличилась, выделялась жидкость. После первой солевой наклейки побледнела, после второй уменьшилась, после 4 стала нормальной, без операции. Аденома грудной железы. Девушке готовили операцию. Несколько недель делала солевые повязки, опухоль исчезла. Через полгода на второй груди появилось то же самое. Снова вылечилась. Прошло 9 лет, здорово. Аденома предстательной железы. Преподаватель избавился от аденомы после 9 солевых процедур. Полностью здоров. Рана от болгарки на пальце. Отрезал кусок пальца, кровь хлестала. Сделали повязку с 10% раствором соли. Боль ушла через 5 минут. Меняли каждые 5-7 часов. На второй день улучшение, на 5-й палец как новый, без шрама. Холецистит. Дочь мучили приступы. Делали солевые повязки на печень каждую ночь, неделю подряд. Прошло много лет, печень не беспокоит. Рак грудных желез. Женщина использовала 4-слойную повязку на ночь. Через 2 недели опухоль исчезла. Рак шейки матки. Тампоны с солевым раствором на 15 часов. Опухоль уменьшилась в 2-3 раза, стала мягче, рост остановился. Травма ноги от бревна. Муж уронил бревно на ногу. Опухоль, боль. Солевой компресс на сутки. Боль ушла за минуты. Утром встал и пошел. Еще одна ночь, нога здорова. Воспаление у ребенка после пореза стеклом. Ногу распухло, ребенок не мог наступать. Сделали солевую повязку на ночь, утром боль прошла, еще 2 дня, зажило полностью. Мигрень. Мучилась с детства. Намочила ткань в 10% растворе, обмотала голову на ночь. Уснула спокойно, проснулась здоровой. Уже 6 лет без таблеток. Гнойная рана. Мазь не помогала, перешла на солевые повязки. За пару дней гной вытянула, рана очистилась и быстро зажила. Дешево и просто. Насморк и головная боль. Круговая повязка на ночь. Насморк проходит за 1,5 часа, к утру голова легкая. Хронический аппендицит, бурсит, гематомы. Это свидетельство от медсестры. В поликлинике пробовали солевые повязки на разных пациентах. Эффект потрясающий, снимает воспаление, вытягивает патогены. Отеки суставов и под глазами. Солевые компрессы снимают отеки и воспаление даже на лице. И это лишь малая часть. В сети сотни подобных отзывов, от прыщей и ожогов до серьезных воспалений. Люди пишут: не верила, попробовала, помогло. Теперь пользуемся всей семьей. Но есть и скептики, и это нормально. Главное подходить с умом и без фанатизма. Историческая справка и наука. Метод появился не вчера. Во время Второй мировой войны хирург Иван Щеглов и медсестра Анна Горбачева спасали раненых, накладывая гипертонические солевые повязки. Раны очищались за 3-4 дня. После войны Горбачева начала применять этот метод для лечения мирных болезней, воспалений, опухолей, даже ранней онкологии. Научный принцип прост. Осмос.
Гипертонический раствор 8-10% вытягивает из ткани лишнюю жидкость, токсины, гной и бактерии. Микробы теряют влагу и погибают, а воспаление уходит. Даже в энциклопедии 1977 года указано, такие растворы снижают отек, уменьшают гиперемию и ускоряют заживление. Современные исследования, например, RMC 2022 года, подтверждают, 5% раствор помогает заживлять диабетические язвы быстрее, чем обычный физраствор, и борется с инфекциями, особенно в сочетании с вакуумной терапией. Примочки и опрыскивание. Для легких случаев и ухода за кожей используют 4-5% раствор. Мягкий, но эффективный. Анна Горбачева советовала орошать кожу при воспалениях, делать примочки при ожогах, использовать распылитель для лица вечером, не смывая. Такую соляную пудру кожа впитывает сама, она очищает, выравнивает, омолаживает. Для лица удобно делать маску из полотенца с прорезями. При ожогах просто приложите влажное полотенце с раствором. Боль уйдет буквально за минуты. Предосторожности и противопоказания. Нельзя использовать при открытых кровоточащих ранах, тяжелом склерозе сосудов, заболеваниях почек, проблемах с легкими и обменом веществ. Беременным и детям только после консультации с врачом. Если раствор слишком крепкий, более 10%, может вызвать пересушивание и раздражение кожи, поэтому точность главное. Как приготовить гипертонический раствор? Возьмите обычную поваренную соль, но не йодированную, потому что йод мешает астматическому эффекту. Пропорции: 100 грамм соли на 1 литр теплой кипяченой воды или 2 чайные ложки на стакан 200 мл. Размешайте до полного растворения. Раствор можно хранить долго. Для кожи делайте мягкий вариант 4-5%, то есть 1 чайная ложка на стакан воды. Материалы и техника. Используйте 100% хлопок. Лучше старое вафельное полотенце или простыню. Проверка. Бросьте ткань в воду. Если тонет сразу, подходит. Фиксируйте бинтом или сеткой, но никогда не закрывайте пленкой. Коже нужно дышать. Метод. Первое. Очистите кожу. Второе. Смочите ткань 2-4 слоя, слегка отожмите. Третье. Наложите на нужное место и зафиксируйте. Четвертое. Держите 8-10 часов, обычно на ночь. Пятое. Утром снимите, промойте кожу. Курс от 5 до 20 дней. При ранах повязку менять дважды в день. При болях в суставах делать круговую повязку. При внутренних воспалениях прикладывать на живот или спину. Можно даже высушить ткань и носить сухую повязку днем. Несколько полезных рецептов. Акне. Опрыскивание 4-5% раствором перед сном. Ожоги. Примочка сразу после травмы. Ванны. Пачка соли на пол ванны очищает, расслабляет, восстанавливает энергию. Прогревание. Нагрейте соль на сковороде, пересыпьте в мешочек и приложите к больному месту. Тепло и соль работают вместе. Надеюсь, теперь вы посмотрите на обычную соль по-новому. Это не просто приправа, это инструмент, который веками спасал жизни и может помочь и вам, если использовать с умом. Если вы уже пробовали солевые повязки, напишите об этом в комментариях. Ваши истории могут стать чьим-то спасением. Подписывайтесь, ставьте лайк и до встречи в следующем видео. Будьте здоровы и помните, иногда самое простое – самое мощное.